Трианонский мирный договор. Это первая часть, всего их будет 5. Как пишет Жольт Надь, 4 июня 1920 года венгерские делегаты подписали Трианонский мирный договор, подготовленный Францией, Великобританией и Соединенными Штатами. Одним росчерком пера Венгрия потеряла более 70% своей довоенной территории и более 60% своего населения. В дополнение Венгрия также потеряла более 62% своих железных дорог, более 73% автодорог и более 64% судоходных водных путей. Фиуме, единственный морской порт Венгрии, также был отнят. В результате действия договора были сокращены основные запасы древесины, угля и железа в стране. Кроме того, более 3 миллионов этнических венгров на отделившихся территориях стали меньшинствами в соседних странах. Венгры отреагировали на это с недоверием и негодованием. Трианонский синдром, как его называют некоторые историки, изменил национальный менталитет. Ревизионизм, пересмотр Трианонского международного договора стал своего рода основой Венгрии. Большинство населения, включая венгерских лидеров, согласилось с тем, что восстановление утраченных территорий должно стать главной целью внешней политики. Венгерское руководство не желало мириться с маргинальным статусом страны. Его действия были направлены на то, чтобы отменить действие договора, вернуть утраченную территорию страны, вернуть ее прежний статус и славу, вернуть ее рынки и ресурсы, распространить идеологию венгерского регионального превосходства и изменить общее международное положение Венгрии. Итак, Трианонский мирный договор, часто называемый в Венгрии Трианонским диктатом, был подготовлен на Парижской мирной конференции. Он был подписан с одной стороны Венгрия, с другой союзными державами 4 июня 1920 года. Подписание договора официально положило конец военному положению, введенному между большинством союзников по Первой мировой войне и королевством Венгрия. Этот договор известен прежде всего благодаря территориальным изменениям Венгрии и признанию ее новой международной границы после Первой мировой войны. Будучи частью Австро-Венгерской империи, Венгрия участвовала в Первой мировой войне с августа 1914 года. После того, как ее союзники Болгария, затем и Турция подписали перемирие с Антантой, политическая элита Будапешта также решила прекратить войну. 31 октября 1918 года Будапештское правительство провозгласило независимость Венгрии от Австрии и немедленно начало мирные переговоры с союзниками. Несмотря на прекращение военных действий, соседи Венгрии, Чехословакия, которая провозгласила свою независимость 28 октября 1918 года, Румыния и Югославия ввели экономическую блокаду Венгрии. Они запретили Венгрии импортировать продовольствие, топливо, уголь, бензин и так далее, и другие важные товары. В попытке смягчить экономический кризис, менявшие друг друга венгерские правительства, умоляли Антанту снять блокаду и восстановить региональную торговлю. Первые мирные переговоры привели к заключению Белградского перемирия 13 ноября 1918 года. Венгрия обязалась демобилизовать свою армию и предоставила союзникам право оккупировать юг, Воеводину и Хорватию, и восток Венгрии, Южную Трансильванию до подписания мирного договора. В декабре 1918 года Будапешт позволил чехословацким войскам оккупировать и север Венгрии и Словакию. В обмен Будапешт надеялся возобновить внешнюю торговлю и поставки угля. Чтобы расширить свои зоны оккупации в Венгрии, Румыния и Чехословакия в апреле 1919 года перебросили свои армии дальше в Венгрию, тем самым спровоцировали боевые действия. В июне 1919 года державы Антанты приказали Будапешту, Праге и Бухаресту прекратить боевые действия и принять новые демаркационные линии, которые были бы гарантированы в качестве будущих границ Венгрии. Несмотря на временные военные успехи против чехов, Будапешт принял предложение и отвел свою армию за демаркационную линию. Бухарест, однако, проигнорировал приказ Антанты и продолжил наступление. В начале августа 1919 года румынская армия вошла в Будапешт, и в Венгрии было установлено прорумынское правительство. Это ознаменовало окончание военных действий или окончание конфликта между венграми и румынами. Однако в ноябре 1919 года Антанта вынудила Румынию покинуть Будапешт и организовала формирование нового коалиционного правительства Венгрии. Новый кабинет министров был приглашен для участия на Парижской мирной конференции. В январе 1920 года он получил предложение союзников о заключении мирного договора. Этот договор предусматривал легализацию демаркационных линий от 13 июня 1919 года в качестве новых границ и гарантировал прекращение блокады и восстановление свободной торговли между бывшими землями Габсбургов, а также импорт угля в Венгрию.
Правительство в Будапеште и венгерский парламент, открытый в феврале 1920 года, приняли условия мира. Приветствуя восстановление мира и торговли, Венгрия все же официально протестовала против передачи своих бывших территорий без проведения плебисцита. Мирный договор был подписан 4 июня 1920 года, ратифицирован в Венгрии 16 ноября 1920 года и вступил в силу 26 июля 1921 года. После 1920 года Венгрия стала государством, не имеющим выхода к морю, территории, что стало составлять более 28% от территории, если сравнивать с довоенным королевством Венгрия, венгерская половина австро-венгерской монархии. На территориях, переданных соседним странам, проживало более 3 миллионов венгров, что составляло более 31% населения Венгрии, и в новых юрисдикциях они стали меньшинствами. По этому договору численность венгерской армии была ограничена, а военно-морской флот Австро-Венгрии прекратил свое существование. Договор также требовал от Венгрии выплатить военные репарации своим соседям. С тех пор эти решения и их последствия вызвали глубокое негодование в Венгрии. Международный договор привел к международному признанию Венгрии и ее суверенитета. Международный договор отменил Белградское перемирие, которое давало право союзным державам оккупировать Венгрию. Международный договор также предоставил венгерским гражданам за рубежом право на защиту их собственности от национализации. Самое главное, он гарантировал свободную торговлю между Венгрией, Австрией и Чехословакией сроком на 5 лет и обязывал Чехословакию и Польшу поставлять уголь в Венгрию в разумных количествах. Одним из главных элементов договора была доктрина самоопределения народов, которая представляла собой попытку предоставить не венграм бывшей империи их собственные национальные государства. Этот договор был скорее продиктован союзниками, чем согласован в ходе переговоров, и перед венграми стоял выбор – принять или отвергнуть его условия в полном объеме. Венгерская делегация подписала договор в знак протеста. Агитация за его пересмотр началась немедленно. Нынешние границы Венгрии по большей части совпадают с границами, определенными Трианонским мирным договором. В 1921-1924 годах на венгерско-австрийской границе произошли незначительные изменения, а в 1947 году 3 деревни были переданы Чехословакии. Однако фактически границы Венгрии были установлены Парижскими мирными договорами 1947 года, подписанными после Второй мировой войны. Они отменили территориальное расширение, предпринятое Венгрией в 1938-1941 годах. Парижский мирный договор 1947 года фактически восстановил трианонские границы Венгрии. После Первой мировой войны, несмотря на идею президента США Вудро Вильсона о самоопределении народов, союзники отказались проводить плебисциты в Венгрии в качестве основы для определения новых границ. Союзники объясняли это решение в сопроводительном письме, которое сопровождало текст мирного договора с Венгрией. В письме, подписанном председателем Парижской мирной конференции Александром Мильераном от 6 мая 1920 года, говорилось, что державы Антанты и их союзники определили новые границы Венгрии без проведения плебисцита, поскольку они считали, что всенародный опрос не привел бы к существенным изменениям в результатах. В то же время в письме предлагалось, что Совет Лиги Наций мог бы предложить свои посреднические услуги для исправления новых границ мирным путем, если это будет предложено комиссии. Венгерские дипломаты позже апеллировали к письму Мильерана как к обещанию великих держав о будущих территориальных изменениях в пользу Венгрии. Но был разрешен только один плебисцит, позже известный как Шопронский плебисцит, для урегулирования спорных границ. Это урегулировало небольшой территориальный спор между Первой Австрийской республикой и Королевством Венгрии. Во время плебисцита в Шопроне в конце 1921 года за избирательными участками наблюдали офицеры британской, французской и итальянской армии. 28 июня 1914 года наследник престола Австро-Венгрии, эрцгерцог австрийский Франц Фердинанд был убит сербским националистом. Это вызвало стремительную эскалацию июльского кризиса, в результате которого Австро-Венгрия объявила войну Сербии, и вскоре последовало вступление большинства европейских держав в Первую мировую войну. Столкнулись два альянса – центральные державы во главе с Германией, Антанта во главе с Великобританией, Францией и Россией. В 1918 году Германия попыталась разгромить союзников на Западном фронте, но потерпела неудачу. Вместо этого союзники начали успешное контрнаступление, принудили к перемирию 11 ноября 1918 года, которое ознаменовало капитуляцию центральных держав. 6 апреля 1917 года Соединенные Штаты вступили в войну против Германии, а в декабре 1917 года против Австро-Венгрии. Целью США было покончить с агрессивным милитаризмом.
Соединенные Штаты никогда официально не присоединялись к союзникам. Президент Вудро Вильсон действовал как независимая сила, и его 14 пунктов были приняты Германией в качестве основы для перемирия в ноябре 1918 года. В них излагалась политика свободной торговли, открытых соглашений и демократии. Хотя этот термин не использовался, предполагалось самоопределение. В 14 пунктах содержался призыв к окончанию войны путем переговоров, международному разоружению, выводу центральных держав с оккупированных территорий, созданию польского государства, пересмотру границ Европы по этническому признаку и созданию Лиги наций, которая гарантировала бы политическую независимость и территориальную целостность всех государств. В них содержался призыв к справедливому и демократическому миру, не предполагающему территориальной аннексии. В 10 пункте говорилось о желании Вильсона предоставить народам Австро-Венгрии автономию, в пункте, который Вена отвергла. Венгерский парламент, возглавляемый премьер-министром Шандром Векерле, согласился с предложением обсудить мирный процесс на основе 14 пунктов Вильсона. В то же время он заявил, что проблема невенгерских народов в Венгрии является внутренним делом государства. Векерле отказался публично признать, что война проиграна. Отвечая на это, граф Михай Карей сказал, что мы проиграли войну, теперь главное не потерять мир, и призвал демократическую Венгрию заключить наиболее выгодный мир с Антантой. Граф Иштван Тиса ответил, что хотя Карей был прав в том, что война была проиграна, Венгрия не нуждалась в дальнейшей демократизации. Единственной важной задачей было сохранение территориальной целостности Венгрии, что по утверждению Тисы не противоречило пунктам Вильсона. Тиса был крайне непопулярен среди этнических венгерских избирателей, и поэтому его партия, Национальная партия труда, получила большинство голосов этнических меньшинств на парламентских выборах. Невенгерские этнические группы Венгрии получили бы лишь небольшую уступку. Единственный словацкий депутат парламента Фердинанд Юрига начал свою речь с отрицания права венгерского парламента говорить или действовать от имени словаков, заявил, что только словацкий национальный совет имеет право представлять словаков на мирной конференции и потребовал предоставить право на самоопределение всем народам Венгрии. Венгерский парламент разразился гневными криками: где этот совет, где словацкая нация, в каком округе она живет, где этот совет на самом деле, остановите его. 18 октября Вудро Вильсон ответил на мирное предложение австро-венгерской монархии, похоронив надежду на то, что федерализация сохранит ее территориальную целостность. Вильсон подчеркнул, что со времени его выступления с 14 пунктами 8 января ситуация изменилась, что США признали Чехословацкий национальный совет в Париже в качестве правительства де-факто и что угнетенные народы Австро-Венгрии сами оценят, что удовлетворит их чаяния и их права. В своей последней политической речи перед венгерским парламентом Тиса горько жаловался на то, как державы Антанты вели переговоры с внутренними врагами государства, что означало, что теперь он был вынужден вступить в переговоры с фантасмагорией Чехословацкого государства. Векерле ответил, что они пойдут на переговоры с ними только в том случае, если они сначала откажутся от идеи превратить Венгрию в Восточную Швейцарию. Векерле пообещал парламенту, что они сообщат Вильсону, что мы не знаем ни о каком Чехословацком союзе, только о Чешском союзе. Венгерское правительство согласилось начать переговоры с национальностями, пообещав им некоторые незначительные уступки, и если они не будут приняты, венгерское правительство проведет плебисцит и убедится, что его решение будет благоприятным для венгров и целостности Венгрии. Они проинформировали бы президента Вильсона о результатах и условия мира были бы выполнены. Лишь меньшинство венгерских политиков во главе с Михаем Карой стремилось сохранить демократизацию полуфеодального королевства, в котором все еще отсутствовало всеобщее избирательное право. Как и в Венгрии, большинство западноевропейских стран не было всеобщего избирательного права до окончания Первой мировой войны. Великобритания ввела всеобщее избирательное право после Первой мировой войны в соответствии с законом о народном представительстве 1918 года. Германия, главный союзник Австро-Венгрии в Первой мировой войне, понесла многочисленные потери во время стодневного наступления в период с августа по ноябрь 1918 года и с начала октября 1918 года вела переговоры о перемирии с союзными державами. Стодневное наступление – последнее широкомасштабное наступление войск Антанты против германской армии во время Первой мировой войны. В период с 15 по 29 сентября 1918 года Франше де Спере, командовавший относительно небольшой армией, состоявшей из греков 9 дивизий, французов 6 дивизий, сербов 6 дивизий, британцев 4 дивизии, итальянцев 1 дивизия, провел успешное вардарское наступление в Вардарской Македонии, которое закончилось выводом Болгарии из войны. Этот крах Южного фронта был одним из нескольких событий,
которые фактически привели к заключению перемирия в ноябре 1918 года. К концу октября 1918 года австро-венгерская армия была настолько измотана, что ее командование было вынуждено добиваться прекращения огня. Были провозглашены Чехословакия, государство словенцев, хорватов и сербов, и войска начали дезертировать, не подчиняться приказам и отступать. Многие чехословацкие военнослужащие фактически начали работать на союзников, и в сентябре 1918 года в итальянской армии было сформировано 5 чехословацких полков. Начало наступления Антанты 24 октября 1918 года привело к разгрому австро-венгерской армии. Войска Австро-Венгрии начали хаотичный отход во время битвы при Виторио-Венето, и 28 октября Австро-Венгрия начала переговоры о перемирии, которые они подписали в Падуе 3 ноября 1918 года. Венгерский парламент был распущен 23 октября, после того, как стало известно о революции в Риеке, Хорватия, где 79-й пехотный полк поднял мятеж и занял город. Опасаясь распространения революции из Хорватии на Венгрию, премьер-министр Векерли подал в отставку под давлением. Во время войны граф Михай Карый возглавлял небольшую, но очень активную пацифистскую антивоенную фракцию индивидуалистов в венгерском парламенте. Он даже организовал тайные контакты с британскими и французскими дипломатами в Швейцарии. 25 октября 1918 года Карый сформировал Венгерский национальный совет. Австро-венгерская монархия потерпела политический крах и распалась в результате поражения на итальянском фронте. 31 октября 1918 года в разгар переговоров о перемирии разразилась венгерская революция, революция Астр или Хризантемная революция, и король Венгрии Карл I назначил либерала Кары премьер-министром. Революция в Будапеште произошла параллельно с распадом австро-венгерской торговой сети. Самый тяжелый удар по правительству был нанесен прекращением импорта угля из Силезии, который обеспечил функционирование большей части транспорта, промышленности и отопления в городах. К 5 ноября Карый узнал, что национальный запас угля опустеет через 2 дня. Энергетический кризис в Венгрии, вызванный нехваткой угля, ослабил будапештское правительство до такой степени, что оно было вынуждено искать компромисс с Чехословакией, которая блокировала дорогу угля в Силезию. Крах австро-венгерской армии на итальянском фронте отразился и на тыловых подразделениях Венгрии. К началу ноября 1918 года в распадающейся государственности происходили беспорядки или мародерство. 1 ноября новое венгерское правительство, пацифисты и сторонники Антанты Кары приняли решение отозвать все войска, которые были призваны с территории королевства Венгрия, что стало серьезным ударом для армии Габсбургов. Новое правительство Кары настаивало на сохранении исторических границ Венгрии, но оно было не в состоянии выполнить настоятельные требования военного командования о насильственном вмешательстве. Карый намеревался заключить перемирие самостоятельно от имени Венгрии, не считаясь ее немецкими и австрийскими союзниками. Этим, наряду со своими пацифистскими взглядами, он стремился дистанцировать Венгрию от тех, кто в основном несет ответственность за войну, и убедить победившую Антанту в том, что его правительство уже представляло демократическую страну и поэтому не должно быть наказано за воинственные действия предыдущих правительств, как считал словацкий историк Мариан Гронский.